Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Российский экспорт нефти и газа выключают. Теракты, санкции и захваты танкеров с российской нефтью все больше срезают доходы России от торговли углеводородами на мировом рынке. Падают и реальные объемы продажи российской нефти и каково реальное положение дел. Александр, вам слово. Если помните, некоторое время назад по нашим СМИ прошлись новости со ссылкой на Reuters о том, что 40% мощностей российских портов все, больше нету, все уничтожено, разрушено, ай-яй-яй-яй-яй. А, По состоянию на 12 апреля, прошу прощения, не с того начал. По состоянию на конец марта объемы и самое начало апреля, объемы поставок из наших портов составлял порядка 2 миллионов баррелей в сутки. Связано ли это было с атаками на портовые мощности? Безусловно. Но вот те 40%, о которых говорили наши СМИ со ссылкой на Reuters, несколько отличались от реальных подсчетов самого Reuters, которые буквально были прописаны в тексте, на который все ссылались. Но, видимо, из которого прочитали только заголовок и первую пару абзацев. Там в самом тексте говорилось о том, что поставки российской нефти сократились там на 40% за определенный период. Это с учетом атаки на портовые мощности, а, с учетом простаивающих танкеров, которые не подходили к этим портам, на которые шли атаки, с учетом приостановки поставок по нефтепроводу «Дружба» и с учетом приостановки или сокращения поставок с дальневосточного направления из-за погодных условий. Очевидно ли, что вот в этом ключе сокращение на 40% выглядит уже не столь драматично, как если подать это, о боже мой, 40% портовых мощностей, все. Наверное, да, наверное, очевидно. И вот в начале апреля, по данным Bloomberg, то есть не мы подсчитали, по данным Bloomberg, объемы поставок составляли где-то порядка там 2 с чем-то миллионов баррелей в сутки. Но поставки на середину апреля составляли уже более 3, точнее 3,2 миллиона баррелей в сутки. А почему так произошло? Почему так вышло? При том, что сам Bloomberg в статье от 14 апреля, вот я буквально открыл, статья от 14 апреля, замечает: Россия испытывает трудности с увеличением поставок нефти после того, как Черноморский порт оказался парализован. Атаки на Черноморский порт Новороссийска действительно продолжаются, однако тут нужно заметить, что поставки не только российской нефти идут с этого порта, идут поставки и казахстанской нефти, но, возможно, в заголовок казахстанская нефть не так интересно влезает, как поставки из России вообще. Не такой ажиотаж вызывает такого рода заголовок. Однако на месте Казахстана я бы все-таки присматривался и выкрикивал периодически, мол, дорогие друзья, тут наши поставки страдают. Ну, вдруг это возымеет какое-то действие. И на месте компаний, в том числе американских, европейских, которые добывают нефть в Казахстане, я бы тоже периодически выступал и говорил: погодите, что происходит, почему страдают наши поставки. Были ли повреждения на портовых мощностях, которые располагаются на северо-западе? Ну, судя по всему, да, какие-то повреждения действительно были, особенно если мы посмотрим официальные заявления местного руководства. Но если мы вспоминаем данные о танкерах, которые где-то там простаивали и ждали загрузки, то мы должны невольно задаться вопросом: а мы точно можем, мы точно можем говорить, опираясь на данные одной недели, о какой-то динамике, о каком-то уровне повреждений, о каком-то уровне снижения поставок из России? И мы должны будем ответить себе, что нет, не можем. Потому что, да, танкер будет простаивать и не будет подходить к портовым мощностям, пока там, ну, скажем, какой-то пожар от каких-то обломков, которые куда-то упали. Ну, вы знаете, знаменитые обломки. Но после того, как ситуация нормализовалась, подойдет ли танкер? Подойдет танкер. Возобновятся ли поставки? Возобновятся поставки.
Кроме того, мы с вами вроде как не замечаем еще одного слоника в нашей комнате. Ну, опять же, как говорят наши западные партнеры, слон в комнате. Что это за слон? А слон называется лицензия, генеральная лицензия на покупку российской нефти. То есть, с одной стороны, мы видим атаки на российские портовые мощности, которые, разумеется, влияют на непрерывность поставок. Но, исходя из данных Блумберга, про 3,2 миллиона баррелей в сутки, ну, это нормальная величина. Не самая рекордная, не самая низкая, нормальная. 3,2 миллиона баррелей в сутки – это величина значительная. Если вдруг она сокращается, то это оказывает дополнительное воздействие на мировой рынок в наше текущее неспокойное время. Это бьет по тем же самым Соединенным Штатам Америки, потому что Соединенные Штаты нетто-импортер сырой нефти. Опять же, можно сколько угодно рассказывать о том, что, ну, у них жидких углеводородов производится, ох-ох-ох, сколько. Ну да, у них производится, ох-ох-ох, сколько жидких углеводородов. Правда, значительная часть этих жидких углеводородов не потребляется на внутреннем рынке. Значительная часть этих углеводородов вообще приводит к тому, что в Соединенных Штатах вырос примерно в 6, ну так, если грубо оценить, за лет 10-15 в 6 раз вырос объем экспорта пропан-бутана. Да, это очень важно, то, что у вас растет объем экспорта пропан-бутана. Ну, пропан-бутан стоит денег. Если вы его поставляете куда-то, ну, вы на этом, безусловно, зарабатываете. Но чтобы снабжать внутренний рынок, чтобы снабжать своего потребителя, которому, и я тут вам, знаете, на протяжении нескольких пар лет примерно говорил про 8 миллионов баррелей в сутки бензина, который потребляется в Соединенных Штатах. Дорогие друзья, я вас в заблуждение вводил. Уже почти 9 миллионов баррелей в сутки бензина потребляются в Соединенных Штатах Америки. Чтобы производить 9 миллионов баррелей автобензина, вам нужно потреблять порядка 20 миллионов баррелей нефти. Примерно. Они столько и потребляют. Добывают ли Соединенные Штаты 20 миллионов баррелей нефти, сырой нефти? Нет, не добывают. Какая неожиданность. Они добывают 13,5 миллионов баррелей сырой нефти. И их внутренний рынок зависит от котировок на рынках внешних. Если вдруг происходит что-то с Ормузским проливом, это негативно сказывается на внутреннем рынке. А если к этому добавляется еще и прерывание поставок из России, то это еще раз сказывается негативно на внутреннем рынке. Более того, зависимость бензина в Соединенных Штатах от поставок из России, не прямых поставок из России, что у нас не всегда правильно понимают, а косвенным образом влияние вот российских поставок на внутренний рынок оказалось настолько огромным, что в 2022 году все в истерику впали, когда вдруг оказалось, что США пытаются убрать с мирового рынка 2-3 миллиона баррелей российской нефти. Что произошло с ценами на внутреннем рынке в Соединенных Штатах? Да то же самое, что с ценами на нефть. Цены на нефть дошли до 120, а то и 130 долларов. И цены на бензин в Соединенных Штатах достигли многолетних максимумов. Кстати, сейчас они тоже достигают подобного уровня, как был тогда. Почему? Да потому что внутренний рынок зависит от поставок сырой нефти на на мировой рынок, но не напрямую, не потому что от этих поставщиков нефть идет в США. Пусть даже она не идет, но поставки от крупных поставщиков, страны Персидского залива, Российская Федерация, оказывают косвенное влияние на американский рынок через цены на нефть. Поставок не хватает, цены растут, цены в Соединенных Штатах тоже растут. Насколько это нужно американскому президенту, учитывая влияние на электоральные настроения этого самого роста цен? Ну, вопрос, конечно, дискуссионный, как выяснилось. Мне казалось, ответ очевиден, ему это не надо. Ему это не надо, еще и потому, что он как раз шел в качестве президента, выкрикивая: вот при мне, как дешево стоил бензин, видите, какой я был молодец, какой Байден дурак, при нем как дорого стоит бензин. Ну, как дела? Сколько стоит теперь при тебе бензин? Расскажи, пожалуйста. Спрашивают его внутри Соединенных Штатов Америки. И не только демократы, но и часть не шибко лояльной аудитории этих самых республиканской партии тоже начинают задавать вопросы. Нужно ли это Соединенным Штатам выключать поставки нефти из России? Сейчас нет. Так что там про слона? Лицензия. 15 числа выходит
выходит глава Минфина американского, говорит, больше никаких лицензий не будет. Проходит пара дней, и 17 апреля на сайте Минфина США, точнее их подразделения, которое занимается контролем за соблюдением всяких разных санкций, появляется новая генеральная лицензия на покупку российской нефти. А что случилось? А что произошло? А почему так? Означает ли выдача этой лицензии, что США в принципе не заинтересованы в ударе по российской экономике, по российскому нефтяному экспорту? Нет, не означает. Просто сейчас любые попытки ударить по российскому нефтяному экспорту начинают бить по самим Соединенным Штатам Америки. Если им удастся этот эффект нивелировать, если им удастся отвязать свой внутренний рынок от влияния поставок из России на мировой рынок, то да, они могут ударить гораздо сильнее. Пока они себе этого позволить не просто не могут, а в текущих условиях они еще вынуждены выдавать временные разрешения, ограничивая собственные санкционные ограничения. Прошу прощения за тавтологию. Ограничивают ограничения, которые сами же навводили. Вот такая вот история. Что касается газа, то здесь немножко другая ситуация. Да, некоторые коллеги считают, что это вообще все хитрый план, что американцы выключают российские поставки с европейского рынка, ближневосточные поставки с европейского рынка, чтобы самим захватить европейский рынок. Но ситуация двоякая. То есть, с одной стороны, и я завершу таким, знаете, некоторым многоточием вот этот выпуск, возникает двоякая ситуация для Соединенных Штатов. Сами по себе Соединенные Штаты как государство практически не зарабатывают на экспорте газа. То есть не зарабатывают, неправильно сформулировал, не зарабатывают на той конечной цене, которую получает поставщик американского газа в Европе, в Азии, где-либо еще. Если взять сжиженный природный, если компания Total берет сжиженный природный газ в Соединенных Штатах, затратив на это долларов 200 и продает за долларов 600 в Европе, то на этом зарабатывает компания Total, а никак не Соединенные Штаты как государство. И в этом плане Соединенным Штатам как государству, в общем-то, все равно, куда поставляется их газ. А в чем двойственность, в чем двусмысленность вообще всей этой ситуации? А двусмысленность в том, что если мировой кризис на газовом рынке будет продолжаться, а выключение российского газа с европейского рынка лишь усугубляет текущие кризисные явления. Кстати, как там с выключением? Оно уже произошло? А то вроде как что-то выключать собирались. Как дела с выключением? Как, уже прекратили закупки, уважаемые европейские партнеры, или все еще продолжаете? Так вот, если выключить, давление усилится. Если давление усилится, то значит активность внешних покупателей, которые заходят на внутренний американский рынок, выбирают газ внутреннего американского рынка и куда-то его увозят, увеличится. В прошлый раз, в 2021 и 2022 годах, это привело к тому, что цены на газ в Соединенных Штатах Америки выросли кратно. Заинтересован ли действующий президент Соединенных Штатов в том, чтобы кратно выросли цены на газ в Соединенных Штатах? Ну, если мы возьмем некоторую сову, достаточно большую, и найдем для нее довольно маленький глобус, то, наверное, да. Но по большому счету очень тяжело будет продать избирателю подорожание газа, которое влияет на производство электрической энергии, ну, в плане роста цены электрической энергии, как большую победу, как позитивное явление, как что-то, чему надо радоваться и идти голосовать за республиканскую партию. Как здорово у нее все получается. Ну, мне так представляется. Возможно, я заблуждаюсь. Если я, на ваш взгляд, заблуждаюсь, можно об этом написать в комментариях и расписать, в чем же конкретно я заблуждаюсь. На сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на наш канал в Max Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на Александра Фролова, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.